И снова всем привет, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами занялись прохождением одного из побочных заданий. Вот сейчас мы находимся в храме. В прошлый раз мы наблюдали за диалогом до конца, да, который привел к смерти нашего персонажа, ну точнее не нашего персонажа. Вот. Но сейчас мы их прервем. Посмотрим, к чему это приведет. Надеюсь, что мы сможем его спасти. Надеюсь, хоть на него нападать не будут. Войдя в просторную залу, в основании пирамиды вы видите группу хорошо вооруженных людей в облачениях стальной город. В ее центре стоит на коленях мужчина со связанными руками. Он отчаянно оглядывается по сторонам и расширяет глаза, заметив вас. Перед мужчиной возвышается грозного вида женщина, лицо которой скрыто под суровой маской последовательницы Ваидики. Инквизитор Ледвин. Ты явился на суд Ваидики без приглашения, чужестранец. Будь осторожен, иначе былая королева обратит взор и на тебя тоже. Мужчина со связанными руками, пожилой эльф в грязной одежде. Он напоминает загнанное в угол животное. «О, слава богам!» — говорит Освальд. «Прошу, вытащи меня отсюда. Они безумцы, они все безумцы. Они решили судить меня за клятвопреступление. Говорят, что я предал Аидирскую империю, но я там уже больше 100 лет не был». «Закрой рот, а не то я закрою его за тебя», — резко обрывает Освальда инквизитор. «Назови цель своего визита или умри вместе с ним». Она обращает стальной взор уже на вас. Ее глаза поблескивают в узких прорезях маски. «Зачем вы осуждаете невинных? Из жестокости или от неведения?» Услышав ваш дерзкий вопрос, инквизитор ощетинивается. Она хватается за рукоять меча и поднимает ногу, чтобы сделать шаг вперед, но неожиданно ее охватывают сомнения. Ее помощники обмениваются взглядами, но не произносят ни слова. Они не защищают ее, но и не задают лишних вопросов. «Объяснись!» Инквизитор сжимает рукоять меча. Вы услышите, как поскрипывает кожа. «Я хранитель. Я говорил с измученными душами, павшими жертвой твоего правосудия. Не все из них были виновны». Нас почтил своим присутствием сам хранитель Каэднуа. Наш суд хорошо осведомлен о твоих деяниях. Она говорит неприятно отрывисто. Многие пытаются обмануть меня и обнаруживают, что я легко отличаю ложь. Скажи мне, хранитель, многие ли из этих душ были невиновны? Одна. Она пристально смотрит на вас в течение нескольких секунд. Ее глаза непроницаемы, как и маска, надежно скрывающая ее черты. Даже если ты говоришь правду, нельзя отрицать, что этот суд действует мудро. Подобный сброд заслуживает самого сурового наказания. Мы действуем во имя высшего блага. Значит, будет лучше, если эти чудовища останутся безнаказанными, а пострадают истинно невинные? Алот, а кто призовет к ответственности этот суд? За его действия во имя всеобщего блага. Кто следит, чтобы он не уподобился своим собственным обвиняемым? Таос тоже считал, что его власть не подлежит сомнению, и употребил эту власть во зло, несправедливо обойдясь бесчисленным множеством людей. Но что насчет этого эльфа? Карать клятвопреступление смертью — это слишком. Клятвопреступники ненавистны моей королеве, Мейквин. Этот проступок кажется не таким уж страшным, но каждая нарушенная клятва несет в себе росток куда большего зла. Разорванный обет приводит к гибели семьи. Необдуманные обещания ведут к краху целых городов. Есть ли в истории хоть одна война, исток которой не в предательстве? Вот он, например, она указывает на Освальда. Он отказался от клятвы, данной императору и родной стране, и вступил в бой на стороне восставших в войне непокорности. Скольких жизней стоило его предательство? Нет, хранитель. Без честного слова ты не стоишь ничего.
Ты даже меньше, чем ничего. Готов ли ты отдать свою жизнь за такого, как он? Серафин, все эти речи просто куча чаячьего дерьма, капитан. Любая клятва стоит ровно столько, сколько тот, кому ты ее даешь. Он бросает угрюмый взгляд на Инквизитора. Я считаю ваши действия самоуправством, и любая ошибка этого суда только подтверждает мои слова. Здесь, в суде Ваидики, у тебя нет власти. Здесь все решает былая королева. Я буду молиться, чтобы твоя душа осознала совершенные ошибки на новом круге колеса. Так, что он умеет вообще Серафин? А, он еще пока раскачивается. Вот нужно отойти. Катящееся пламя. Нет, сюда отойти. Так, Серафин пока еще ничего не может делать. Здесь мы делаем вот так. Так, нам очень плохо тут главному персонажу, поэтому надо его подлечить. Пытаемся. Серафина же что-то может делать? Так, колодц. Ну, вроде неплохо разобрались. Так, кольчужный доспех, цеп, темно-серый плащ, набивной доспех, стилец, дубина, священное благовоние, капюшон пронзительного взгляда, мудрость Ваидики, восприятие +1, +1 религия, +1 проницательность. Меч хорошего качества. Нагрудник. Так. Капюшон Ваидики. Свиток среднего исцеления, мемуары повитухи.
Моя мать прожила каждую ноту песни жизни, а мое появление на свет было ее последним куплетом. За это мой отец возненавидел меня и покинул, и именно поэтому повитуха моего селения, которая была последователем Хайли, воспитала меня как своего собственного ребенка. Когда я повзрослела, я узнала, что Хайлия посещает нас в криках рожениц, и когда женщина умирает при родах, Хайлия уносит ее душу, и она перерождается в виде птицы при дворе Хайлии. Благодаря чуду королевы птиц, моя мать присматривала за мной всю мою жизнь. Я ношу талисманы облачной певчей, птицы, которой, как я мечтаю, стала моя мать. Мои безделушки из перьев выглядят слишком яркими и безвкусными, но это сигнал для нуждающихся женщин, что я повитуха, благословенная Хайлией и проживающая каждую ноту песни жизни. Королева птиц хочет, чтобы мы помогали новой жизни появиться в этом мире, а не заканчивали ее, как столь часто хотят другие боги. Последователь Магран как-то раз высмеял мою веру, сказав, что я поклоняюсь кисточкам и птицам, тому, что ничтожно для богов. Я не отвергаю других богов и жестокие необходимости, которыми они занимаются, но разве не язык, любовь и искусство и творчество отличают нас от неразумных зверей? Хайлия позволяет нам стать выше нашей дикой первобытной сущности. Меня часто удивляет, когда посетители, увидев наши священные птичники, часто спрашивают: это все, конечно, красиво, но где настоящий храм Хайлии? Возможно, они думают, что на Святой Земле должны быть давящие каменные стены и потолки, которые нас закрывают небо. Они не понимают, что королева птиц не требует церемоний, а выражает себя в музыке птиц и красоте вездесущего открытого неба. Хайлия предпочитает песню двух детей тысячам просителей, которые молча молятся о победе. Небесная Мать просит от нас так мало и одновременно так много. Мы должны прожить каждую ноту песни жизни. Меня удивляет, что столь многим не удается осознать это божественное призвание. Мантия, скипетр, еще один плащ, доспех. Так, здесь все получается. Статуя Вайдики уходит на такую глубину, что вы не видите ее ног. Я перед тобой в неоплатном долгу, незнакомец. Он выкручивает руки и вяло улыбается. Как ты вообще меня здесь нашел? Тебя прислала Эннелис? Меня отправил к тебе Кан. Вот проказница. Я обязан ей жизнью и выпивкой, целой кучей выпивки, да и деньгами. Он кривится, и его лоб покрывается сетью глубоких морщин. Эти фанатики из Стальной Гороты охотились за мной десятилетиями. С катертью дорога. Ты задолжал денег, Кане, пора раскошелиться. А, ясно. Все понятно. Его внимание неожиданно фокусируется на пятне на его мантии, явно вызывающем глубокий интерес. У тебя нет ни гроша. Да, не повезло в делах. Ты наверняка знаешь, как это бывает. Зоти, я знаю, что должна быть милосердна, но мне просто хочется свернуть ему шею. Он нервно хихикает и теребит в руках край одежды, избегая вашего взгляда. Слушай, я тут под удар себя ставлю. Да, это правда, ты действительно ради меня рисковал здоровьем и жизнью. И не думай ничего, я действительно благодарен. Поверь, если бы я мог чем-нибудь тебя наградить, то наградил бы. На его лице появляется отстраненное выражение, он делает глубокий вдох. Ну, вообще, это не совсем так. У меня есть это старое кольцо, последнее, что у меня осталось своего. Забирай, в награду за твою помощь. Он кладет в вашу ладонь кольцо, сплетенное из проволоки, и кивает, хотя уголок его рта опускается. У тебя же есть корабль? Конечно, есть. Как еще попасть на этот богами забытый остров? Он переминается с ноги на ногу в нетерпении. Я хочу в твою команду. Почему Инквизитор тебя судил? После всего, что ты для меня сделал, ну, наверное, ты имеешь право узнать правду. Точнее, всю правду. Освальд театрально прокашливается. Ты же знаешь, что Дирвуд когда-то был колонией Эдира? Ну, я один из первых колонистов, вступивших на эту богами забытую землю. Когда стало ясно, что Дирвуд вот-вот взбунтуется, я встал на их сторону в войне непокорности, против моей собственной страны. Ты, конечно, удивишься, но правителям Айдира это не понравилось. С тех пор Стальная Горота стремится наказать меня за мое тягчайшее преступление.
Это было больше 150 лет назад. Они все это время за тобой охотились? Эти псы из Стальной Гороты неотступны. Но теперь они меня найдут не раньше, чем через несколько лет, и это все благодаря тебе. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Он опускает плечи. Что ты можешь предложить моей команде? Я старик, это правда. Может, я больше и не смогу поднять грот, но за столько лет путешествий научился неплохо разбираться в гравитации. В навигации. Он начинает тараторить, покачиваясь вперед и назад. И деньги мне совсем не важны, уверяю. Доливай мне немного рома иногда, и я буду счастлив. Ну, добро пожаловать на борт. Спасибо, дружище. Я у тебя в неоплатном долгу. Он улыбается, демонстрируя все зубы, и выпрямляется. Так. Вернуться к Кан. Интересно, не просит ли у меня Кан 5000 медяков? Ступени вверх. Так, точно мы здесь все исследовали? Вроде да, никаких других проходов здесь нет. Шум. Так, мы оказались где-то, наверное, на почти верхнем этаже, я так понимаю. Сюда, по-моему, нам нужно. Да. Вроде да. И еще надо посмотреть на колечко, которое нам дал, может оно магическое. Так, колечко из проволоки. Сожаление пьяница. Буйность дает невосприимчивость к алкогольному похмелью, если носить... дает невосприимчивость к алкогольному похмелью, если носить во время питья. Простая бечевка, скрученное самодельное кольцо. От него исходит слабый запах спиртного, пива и пота. Такие кольца могут означать самое разное, но чаще всего служат напоминанием о сделанном обещании. В этом случае, возможно, обещание бросить пить. Простой узел можно легко развязать, так же легко, как отказаться от обещания. На этом кольце узел истрепался от постоянных завязываний и развязываний. Да. Так, давайте посмотрим, как у нас там с кораблем дела. Стал ли он на место навигатора? Навигатор. Вообще, куда ставится навигатор, я не помню. Вот, Ора безумная. Неопытный навигатор. Но она еще палубный матрос. Новичок-навигатор. Опыт на море 10. Ну, давайте попробуем. В принципе, ему жалование не нужно. Так, ну что ж, возвращаемся в Никитаку. И сразу в Дикую Кобылу.
Ну, может Эдеру запугивание прокачать? Хотя нет, наверное, Эдеру все-таки блеф. Разве тебе не нужно найти какой-то храм? Я нашел Освальда. И? Где он? Ты забрал мои деньги? Освальд разорен, сомневаюсь, что у него хоть медиак остался. Старый подлый свинолис. Я должна была догадаться. Кан ударяет кулаком по столу. Стоящая на нем посуда подпрыгивает. Она торопливо отводит взгляд. На ее ресницах блестят капельки слез, которые она тут же, тяжело вздохнув, встряхивает. Справившись с эмоциями, она снова обращает к вам твердый взгляд. Боги, как же меня достал этот проклятый архипелаг. Она вздыхает. В общем, если ты не возражаешь, я пойду. Пусть легион жутких глаз Вайля присматривает за тобой и все такое. Кан коротко кивает вам, допивает оставшийся эль одним глотком и уходит из таверны, не попрощавшись. Мы могли, конечно, ей денег дать, но с другой стороны, к чему? Ладно, давайте поднимать уровень. Так, одна способность у нас есть. Непоколебимость. Телосложение плюс 5 и плюс 2 класс защиты. Светящиеся руки. Возлагая руки, окутывается светом, восстанавливает здоровье. Или союзник в радиусе действия получает вдохновление храбрости. Храбрость. Концентрация из 6 секунд. Решительность плюс 5. Нельзя ударить на упреждение. Прославленный маяк уже сделано. Здесь у нас увеличивает волю персонажа, увеличивает стойкость, увеличивает реакцию, дает сосредоточение в начале боя, щит верности. Атаки паладина в ближнем бою снимают воздействие заворожения, путаницы и доминирования с членов отряда. О, прикольно. Кстати, ребята, это крутая способность. То есть, типа, можно ударить своего друга, и с него будет снято... Прям, кстати, очень, очень классная способность. Но, наверное, давайте на текущий момент... На текущий момент сделаем сильное возложение рук. Так, Эдер. Ну, Эдер у нас... Видите, тут механики тогда может быть больше немного. Но я так понимаю, что механика, она работает общая не в отряде, наверное. Все-таки, ладно, пускай будет пиротехника. Так, и здесь будет знание улиц, выживание. Пускай будет выживание. Так, по способностям. Значит, улучшение для... Это копыта мула. Подбрасывает врага в воздух, затем роняет навзничь, вызывая дезориентацию на 8 секунд. Быстрое восстановление. Здоровье бойца, воодушевленного пылом битвы, будет постоянно восстанавливаться с небольшой скоростью. Увеличивает количество восстанавливаемого здоровья. То есть это регенерация такая своеобразная. Интересно. Стойкость медведя — это стойкость. Ну, здесь все понятно. Дает бойцу дополнительное вступление в бой. Так. Ну, получается дезориентация. Давайте пробовать. Далее. Зоти. Алхимия.
Ну, пускай будет, наверное, история вместе с религией. Так. Сострадательная душа благословляет союзников при смерти. Высвобождая постепенно исцеляющие действия. Вот это, кстати, полезно, в принципе. То есть, тех, у кого меньше 25%, будут восстанавливать здоровье. Или вот усиление. Давайте пока сделаем при смерти вот эту штуку, а потом в следующий раз, возможно, поднимем уже вот усиление на бой. Полезная штука вообще. Так, Серафен, и это первый левелап для него. Но здесь механика. Здесь, наверное, блеф. Так, Сайфер. Давайте сразу смотреть. Так, второй уровень. Ментальное лезвие. Вбирает ауру цели, создавая рубящий клинок силы, который атакует цели, затем поражает дополнительные цели. Это то, что у него сейчас есть уже, вот это все. Так, давайте посмотрим третий уровень. Заставляет врагов в области действия считать, что их худшие опасения воплотились, пугая их и вызывая недомогание на время действия заклинания. Между союзником и теми, кто его окружает, возникает ментальная связь, которая заставляет атакующих получать часть урона, наносимому союзнику. Тоже полезно. Формирует отскакивающую волну психиатрической взаимосвязи между Сайфером и союзником, нанося дробящий урон врагам, которые окажутся между ними. Ну, не знаю, тоже может быть полезно в принципе. Так, вызывая хромоту и слабость, сломленная воля. Кукловод. Уничтожает психические защитные механизмы цели, обеспечивая доминирование Сайфера на время действия заклинания. Под доминированием интеллект минус 5. Ну, давайте хромоту и слабость. Неплохо, в принципе. Так, Алот. Тайные знания. Здесь история, кстати, тоже у него прокачана неплохо. Ну, пускай будет проницательность. Так. Сковывающие стрелы минолеты. Вот можно высасывать здоровье, кстати. Тонкая задержка движений. Снижая скорость действия и резвость. Пагубный взрыв. Появление уязвимости. Малое проклятие помню. Короче, либо молния, либо сковывающие стрелы. Давайте пока сковывающие стрелы. На следующий раз, может, молнию прокачаем. Так, и получается, я так понимаю, что все по заданиям у нас. Нам нужно только идти общаться в дворец Каханга. Но перед этим я предлагаю отдохнуть. Применение заклинаний уровень +1 все навыки за 200 монет. Ладно, давайте обычно. Поспим там на затвор. Так, и что у нас получается? У нас все районы закрыты.
Значит, пойдем пешочком посмотрим к выходу. Может быть, там нас встретит какая-то стража, я так понимаю, чтобы мне подсказывать, что нас под конвоем сейчас будут провожать. Мы тут шороха-то навели. Долгие, конечно, загрузки. Вообще, наверное, вот в такие игры лучше играть уже после того, как все патчи выйдут, но хочется же, как обычно, пораньше пройти. У нас тут, получается, есть дорога на север, где там, которая расположена на вершине горы. Вот туда нам нужно. Ладно, давайте путешествовать, короче, по городу. Давайте пойдем на восток. А, собственно, отсюда в глотку можно попасть. Ну, пойдем в глотку. Правильно, больше же некуда. Сюда это нужно на север идти, наверное. Оставив позади шумную толпу, вы по извилистой дороге направляетесь в глотку. Некоторое время путь ведет в гору, но покосившиеся стены и обветшалые дома Уана полностью закрывают вид, который мог бы открыться с высоты. Вы подходите к прорубленному в скале темному проходу, такой ширины, чтобы по нему могла проехать телега. Отсюда проложенный в камне путь начинает спускаться вниз. После долгого путешествия по слабо освещенному туннелю вы оказываетесь у ворот глотки. Сперва на вас обрушивается вонь, отвратительная смесь гнили, затхлости и запаха немытых тел. Вы замечаете стражника, толкающего тачку с заплесневелой едой. Та вносит свои нотки в зловонную симфонию. Впереди огоньками в темноте виднеются дома глотки. Где-то внизу шумит вода, и прохладный ветерок поднимается от невидимого потока, словно дыхание горы. Это, я так понял, какой-то... Никогда не думал поменять окрас смеха. Сок черноягод держит цвет в течение нескольких недель. У тебя не найдется еды, может поделиться хоть кусочком. Думаешь, я родился с синим мехом, что вся эта красота дана мне от природы? Лихо, Серафен, не знала, что ты такой модник. Впрочем, спасибо за совет насчет черноягод. В бордовый я еще не красился. Отлично. Серафен перекрашивает свой мех. Очень мило. Так. Отвал, теснины, святилище Питли, дом Иноя, дом Телес, лифт старого города, дом Бихи, Никитака, дыра. Короче, очень такие говорящие названия. Ну, давайте исследовать. От кучи объектов исходит отвратительная вонь. Чтобы заработать лучшие из горы подарков, надо вставать пораньше. Какое-то грустное местечко, ребята. Главное, что я даже здесь что-то нахожу в бочках.
Сладкий аромат благовоний приглушает запахи подношений, гнилых фруктов и тухлой рыбы. Может, утренняя звезда поможет. Попробуешь? Помочь, подсыпав мне еду? Экера, спасибо, но я обойдусь. Так, здесь какое-то теснины. Ну, сейчас сначала эту локацию исследуем, потом посмотрим. Может быть, нам здесь попросят нас сделать. Из разлома дует сырой, напоенный терпким запахом ветер. Они его забрали. За что? Батара, второй за месяц. А еще говорят, что темпы не растут. Это они себе врут или только нам? Если так пойдет, то кто же будет терпеть Матару? Опа. Батара, не надо, я ведь ничего не сделал. Вы видите, как страж тащит мужчину в ржавой клетке, раскачивающейся над пропастью. Пленник пытается вырваться, но безуспешно. Надзиратель Хитенга. Хватит! Или хочешь, чтобы ее отправили в старый город? Страж выразительно смотрит на женщину, стоящую поодаль. Биха, отпустите его! Она кричит на стража, но не смеет подойти. Мужчина замечает ее и прячет лицо от стыда. Биха, прости, я... У тебя язык болтается, как дохлая рыба, и воняет так же. Опускайте его. Интересно, что это? Стражники бросают Рапару в металлическую клетку и запирают ее. Затем клетку опускают с края платформы. Он кричит, стучит по решетке. Постепенно его крики затихают. Пускай Тангалоа сожрет ваши души, угривы голодные. Едят людей, что ли? Кому-то кем-то кормят. Точнее, кого-то кормят людьми. Найти Биху в глотке. Охранник стоит, скрестив руки и наблюдая за происходящим на мостках сквозь полуприкрытые веки. В нижнюю его губу продета коралловая серьга. Он приветствует вас отрывистым кивком. Почему его сюда сослали? Батара? Якшается с чужеземными преступниками. Он сплевывает, украшая потертые грязные доски очередным пятном. Насчет Бихи я точно не знаю, потому и отпустил, но буду за ней приглядывать. Эти выродки заправляют всей глоткой и дурно влияют на Рапару. Наше правосудие должно быть стремительным и жестким. Куда ведет этот лифт? Старый город Экера. Проклятые богами руины, где бродят ожившие мертвецы и твари из глубин. И кучка нарушителей закона и дебоширов. Глотка не лучшее место для прогулок. Остерегайся грубиянов и пиратов. А где сейчас Биха? Ее дом первый по дороге. Вон там. Он указывает в юго-западном направлении. Скорее всего, ты найдешь ее там. Мне нужно попасть в старый город. Да ты не в себе, что ли? Тут собрали настоящие отбросы общества. Он жестко показывает вам направление к выходу. Лучше прогуливайся в более приятном месте, где есть свежий воздух. В гавани, например, или на возвышенности Перики. Я могу за себя постоять. Шея твоя, Экера. Он свистит, и охранник возле лифта кивает в ответ. Мы не станем поднимать лифт примерно полдня. Этого тебе должно хватить, чтобы одуматься. А потом выкручивайся, как знаешь. Охрана тебя пропустит, но советую еще раз обдумать свое решение. Но это если вдруг нам нужно будет туда попасть. Запомни. Одежда Рапару. Чужинка. Одежда Рапару нам не нужна. Ремонтные припасы. Дохранить себя Ондра. Дохранить себя Ондра. Смазанное маслом колесо стонет под тяжестью клети. Гитака, дыра. Ну, давайте с Бихой поговорим. Что за преступники такие наземные? Мы-то тоже, может, преступниками будем казаться. Мало вам Батара?
Он махает с кем-то, дерется с тряпками на веревках. Женщина выбивает куртки и саронги, висящие на веревке. Она устало скалит выступающие зубы. Одежда уже чистая, но женщина продолжает лупить по ней связкой прутьев, шумно выдыхая при каждом ударе. Кучка детей смотрит на нее красными заплаканными глазами, перешептываясь между собой. Батара больше нет. Он мертв. Что теперь тебе нужно? Каждую фразу она подчеркивает ударом прутьев. Дети вздрагивают, стараясь глядеть мимо. Что-то случилось? Она оборачивается к вам. Видно, что ее гнев слегка утих. Прости. Я думала, ты из чужаков, которые его изгнали. Обычно все ходят в таверну. Не сюда. Моя деревня такой не была. Почему королева Анеказа не прогонит чужаков? Откуда ты знала мужчину, которого спустили в старый город? Кто-то из детей собирается что-то сказать, но Биха шикает на него. Она поворачивается к вам, скрестив руки, крепко сжимая связку прутьев. Батара уже наказали. Что бы он ни сделал, не вини в этом нас. Она продолжает выбивать одежду, но с меньшей энергией. Я знаю, что тебе страшно, не бойся, я не собираюсь вредить тебе. Мы считаем, что в этой глубине живут только угри-призраки и рыба, которую едят угри-призраки, бурчит она. А ты из них кто? Она отворачивается от вас еще сильнее, лупя по саронгу. Торговцы говорят, что везут богатство на своих больших кораблях. Под ее яростными ударами ткань едва не рвется. В воздухе летят капли пота, падая на чистый саронг. Но что попадает в глотку? Только преступления и болезни. Она замолкает, нанося еще пару ударов по саронгу. А как это связано с Батаром? Он сказал, что мы наконец-то уйдем отсюда. Она замолкает, тяжело переводя дыхание. Что случилось? Говорят, в таверне остановилась роватайская капитанша. Ее зовут Сидуца. Говорят, что она торговка, так что я подумала, что она может взять пассажиров. Батара пошел и нашел ее в таверне. Ее глаза темнеют. Когда видела его в следующий раз, его волокли к клетке. Она скалит зубы, вспоминая это. Наверное, мне стоит поговорить с Сидуцем. Она смотрит на вас тем же критическим прищуром, что и на свою стирку. Все знают, что Роатай сделаны из меди. Они слышат только своих командиров. Может, у тебя что-то и получится. Она смотрит по сторонам, на висящее белье, на детей, на кривые растрескавшиеся стены. Батара взял деньги, все, что мы сумели накопить, работая в доках, на встречу с капитаном. Я бы предложила их тебе, но они, наверное, в старом городе, где и Батара, или в чем-то чужом кармане. А расскажи мне про капитана Роатай. Сидуцу. Биха сгибает прутья так сильно, что те ломаются. Говорят, что она торговка, так что я подумала, что она может взять пассажиров. Но Батара она прогнала. Она смотрит на сломанный прут в своих руках. Батара всегда аккуратно подбирал слова, прямо как ты. Но в Никитаке Рапару виновны уже в том, что дышит общим воздухом. А скольким из вас нужно попасть в Роватай? Нас 6. 3 детей постарше, 2 малышей и я. Они все твои? Очень странный вопрос. Ребенок Рапару, ребенок всех Рапару. Ну, во всяком случае, так было заведено в деревне, откуда родом мы с Батара. Но здесь мы все чужие. Никто не ухаживает за больными, никто не заботится о детях. Я могу поискать Батара. Я не могу просить кого-то отправиться в старый город, но раз ты предлагаешь... Она замолкает, ломая прутья. В ее глазах надежда борется с ужасом. Это очень большое и опасное место, но я надеюсь, что он сумел спрятаться. Может быть. Она качает головой, пытаясь успокоиться. Пожалуйста, помоги ему. Или принеси мне новости, если не сможешь. Расскажи мне о деньгах, что были у Батара. Ее лицо искажается от тревоги. Она мерит вас взглядом. Я не знаю, где они. И я уверена, что тебе от них пользы не будет. Она облизывает губы. После всего, что случилось, Батара скорее бы бросил их в воду, чем отдал Матару или Раотай. Если уж их искать, то на его теле. Ты можешь выбрать другой корабль?
Она качает головой. От причала королевы отплывает много кораблей, но ваэлианцы берут рабов. Она понижает голос и оглядывается по сторонам. Говорят, в пещерах под землей принчипе занимаются контрабандой, но доверять им нельзя. Но у Ротай большие пушки и большая родина, которую они покинули ради нашей. Может, там найдется место для нас. Так, понятно, моя деревня такой не была. Почему королева наказа не прогонит чужаков? Так, давайте посмотрим, что у нас там за задания появились. Синоборд. Да. Так, хорошо. Ну что ж. Можно спуститься в старый город, да посмотреть, как там вообще обстоят дела. Под тряпьем лежат два больных ребенка Уана. Атару страж. Надзиратель говорит, что ты можешь спуститься. Над пропастью висит ветхая металлическая клетка. Снизу дует сильнейший ветер, а из глубин доносятся приглушенные крики и вопли. С этого расстояния вам не удается увидеть больше. Спуститься. Вы заходите в клетку, которая шатается под вашими ногами. Дверь захлопывается, и под лязг цепей клетка начинает опускаться. Когда ваши глаза привыкают к полумраку, вы начинаете различать ветхие развалины и мелькающие между ними тени. Клетка со скрипом останавливается. Да уж, выглядит тут все не очень лицеприятно. Кости кажутся теплыми на ощупь. Жвачка. Так, там внизу что-то есть. Батарея ауры. Из водоема поднимается усеянное трещинами каменное лицо. Ее глаза и нос покрыты лишайником, а щеки медленно мерцают. Смотреть водоем. Вода такая мутная, что сложно понять, насколько здесь глубоко. Вы едва можете рассмотреть плечи статуи, а остальная ее часть сокрыта во тьме. Но даже там виднеется какой-то свет. Так. Давайте зайдем туда Эдером, который у нас более выживальческий.
Ну, в принципе, мы все можем туда зайти. Сейчас тогда всех приведем. Просто, видите, оно, получается, далеко стоят друг от друга, поэтому мы не можем использовать всех. Смотреть водоем. А почему я? Ладно, давайте Эйдером все-таки попробуем. Но все равно почему-то главный персонаж, хотя мы Эйдером смотрим. Ну ладно. Давайте тогда сохранимся. Плыть на свет. Из водоема поднимается так. Плыть на свет. Ладно. Вы прыгаете в воду и ныряете. Она на удивление теплая, маслянистая на ощупь и солоноватая на вкус. Когда вы опускаетесь ниже, вода холодеет. Свет в глубине становится ярче и резче, и в воде слышится странная мелодия. Таинственный источник приближается, в глаза попадает ил, и вы с трудом удерживаетесь против сильного течения. Несмотря на все усилия, вы с трудом Вы с трудом удерживаетесь против течения. Вам помогают мощные легкие и умение задерживать дыхание. Продолжить плыть на свет. Вы находите источник света и музыки, сияющую ракушку в открытой руке статуи. Из нее раздается мелодия, низкая, словно баритон певца. Держась над статуей, вы ощущаете боль в ногах. Взять ракушку и плыть наверх. Вначале кажется, что ракушка застряла. С некоторым усилием вы вырываете ее из руки статуи. Она выскальзывает из нее с громким звуком, и свет и сияние исчезают. Вы отталкиваетесь от статуи и плывете вверх, несмотря на боль, расцветающую в груди. Вы отталкиваетесь и плывете в сторону поверхности. Вы получили предмет Корнет глубин. На раковине вырезаны волна и полумесяц, символ Лондра. Кончик раковины отпилен, в отверстие вставлен серебряный мундштук. Когда вы подносите раковину к уху, слышен шум волн и едва различимый звук женского пения. Доплыв до поверхности, вы вылезаете из водоема с удовольствием, вдыхая сырой воздух пещеры. Раздается грохот. Кости возле водоема собираются вместе, и из грязи восстает несколько скелетов. Ну, повоюем. Конечно, понимаю, что фаерболом, наверное, бить в центр всех нас — это плохая идея. Давайте так вот эти двух тогда зацепим. Понимание потеряно. Хранитель призывает души тех, что согласились следовать за ним. Их появление отвлекает всех противников в области. Души также исцеляют соратников. Все вроде бы. А нет, не все. Теперь, надеюсь, все. Но, возможно, конечно, мы здесь... Сыромятный доспех хорошего качества. Нагрудник хорошего качества. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас там. Кольчужный доспех. А, здесь есть нагрудник. Одинаковое. Так, а у Эдера у нас что?
У Дедера вообще там, по-моему, хороший. У него 7, но дает второй шанс. Так, здесь от денег Хауна. Базовый класс защиты 7. Время станет 35%. У нас 8. Так. Здесь 8. Здесь вообще 5, но время восстановления плюс 20, поэтому мы не будем его менять. Хорошо. Так. Что-то мне подсказывает вообще, конечно, что сейчас нам может уже не поздоровиться, ребят. Ну, посмотрим, сейчас будет видно. Давайте вот этого залутаем. Это у нас волшебник. Мантия хорошего качества. И гримуар скелета волшебника. Подберем. Посмотрим. Так. Давайте, во-первых, Алоту. Класс защиты. Время восстановления плюс 0. Он вообще быстро сможет колдовать. Ну, давайте пока попробуем так. Вот. Это сюда. Гримуар тоже ему. А вот у него гримуар Алота. Так. А тут гримуар скелета волшебника. Ну, кстати, так себе гримуарчик, по-моему. Стирать же их, по-моему, нельзя. То есть можно просто выбирать. Ну ладно. Хорошо. Так. Тогда я думаю, что, наверное, на этом мы сейчас, ребят, с вами закончим, потому что время уже серии, к сожалению, подошло к концу. А в следующей серии продолжим исследовать старый город. Интересная вообще локация. На самом деле не совсем, конечно, понятно, почему это все здесь. Вот, пока мы еще историю города не узнали, но я думаю, что по ходу мы разберемся со всем. Ну, на сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До следующей встречи.